В азербайджанской прессе регулярно появляются провокационные публикации, направленные на формирование ложного представления о ситуации в регионе. Эти материалы содержат обвинения в адрес Армении, якобы готовящейся к войне, и служат одной важной цели – сохранить в информационном поле возможность новой эскалации. Такие публикации создают искусственный пропагандистский фон, в рамках которого Азербайджан пытается представить себя жертвой, вынужденной реагировать на несуществующую угрозу. Подобные заявления появляются с завидной регулярностью. Например, в одной из последних публикаций утверждается, что Армения ведет последние приготовления к войне, и приводятся якобы подтверждающие это факты: проведение сборов резервистов, строительство инженерных укреплений в приграничных районах, закупка оружия у Индии и Франции. Также звучат обвинения в адрес миссии гражданских наблюдателей ЕС, которую пытаются представить как инструмент шпионажа. Является ли это случайностью? Очевидно, что нет. Подобные информационные вбросы преследуют несколько конкретных целей. Во-первых, создается иллюзия угрозы со стороны Армении, которая позволяет Баку оправдывать возможные военные действия. Используется известный пропагандистский прием – заранее обвинить другую сторону в агрессии, чтобы представить свои последующие шаги как вынужденные. Это подготовка общественного мнения как внутри страны, так и за ее пределами. Если эскалация действительно произойдет, то в заранее подготовленном информационном фоне ее представят не как акт агрессии, а как защиту от угрозы. Во-вторых, давление оказывается и на международную аудиторию. Обвинения в адрес миссии ЕС направлены на дискредитацию ее работы в глазах стран, традиционно выступающих против ее присутствия в регионе, например, Ирана и России. Создается определенный политический дискурс, в котором наблюдатели предстают не как независимый механизм мониторинга, а как инструмент одной из сторон конфликта. В-третьих, такая риторика используется и для давления на Армению в переговорном процессе. Создается искусственная дилемма. Либо Армения идет на односторонние уступки, либо неизбежен новый конфликт. Это попытка вынудить армянскую сторону принимать решения не исходя из национальных интересов, а под угрозой шантажа. Нельзя не отметить и внутренний аспект этих публикаций. В последнее время в Азербайджане наблюдаются серьезные социально-экономические проблемы. Обострение ситуации в стране приводит к снижению популярности властей, и в таких условиях необходимость поддержания атмосферы военного времени становится критически важной. Пропагандистская машина, которая ранее работала на основе риторики о победе в 44-дневной войне, теперь пытается создать новую повестку. Если не получается говорить о победах, значит, нужно вновь говорить о войне. Такая стратегия удобна, поскольку позволяет переключать внимание общества с внутренних проблем на внешние угрозы, пусть даже искусственно созданные. Образ врага нужен, чтобы объяснять населению, почему в стране нарастают экономические сложности, почему не решаются социальные вопросы, почему средства продолжают направляться в военную сферу, а не в улучшение уровня жизни. При этом подобные публикации ориентированы не только на внутреннего потребителя, они адресованы и международному сообществу. Их цель – создать ложное представление о событиях, представить Армению как сторону, несущую угрозу, и сформировать благоприятный фон для оправдания возможных агрессивных действий. Азербайджанская пропаганда постоянно адаптируется к новой реальности, но ее ключевые цели остаются неизменными. Это демонстрация силы, манипуляция общественным мнением и создание условий для реализации собственных геополитических интересов. Для этого используются любые доступные методы, от прямой дезинформации до политических провокаций. Важно осознавать эти механизмы и противостоять им. Нельзя позволить, чтобы пропагандистские штампы формировали реальность, оправдывая агрессию и создавая почву для новых конфликтов. Информационная война стала неотъемлемой частью современной политики, и потому крайне важно разоблачать подобные манипуляции, защищая объективную картину происходящего. Официальный Баку принял решение закрыть представительства 4 агентств ООН. Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения, UNFPA, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR
и детского фонда ООН ЮНИЦЕФ. Помимо этого, прекращает работу местное представительство Международного комитета Красного Креста. Власти заявляют, что сотрудничество с ООН не прекращается, а будет осуществляться через региональные офисы. Однако закрытие Красного Креста объясняется отсутствием необходимости в его деятельности. Одновременно с этим свою работу в Азербайджане завершает организация Transparency International, известная своей антикоррупционной деятельностью, а также программа Erasmus+, которая способствовала образовательному обмену студентов с европейскими странами. Ранее азербайджанское правительство уже предприняло шаги в этом направлении, закрыв в стране «Русский дом», проект Россотрудничества и приостановив деятельность Агентства США по международному развитию USAID. Таким образом, можно наблюдать тенденцию к ограничению влияния международных организаций в стране. Насколько долгосрочной окажется эта политика, будет зависеть от реакции мирового сообщества и внутренних факторов, включая экономическую ситуацию и общественные настроения. Хотя подобные шаги могут негативно сказаться на международном имидже Азербайджана, усложнить экономические связи и уменьшить объем иностранных инвестиций, власти руководствуются иной логикой. Закрытие иностранных организаций позволяет им укрепить внутренний контроль, исключить влияние внешних структур и, что наиболее важно, минимизировать риски политической трансформации власти через демократические процедуры. Недавний дипломатический кризис между Россией и Азербайджаном, вызванный инцидентом с падением азербайджанского пассажирского самолета по вине российских военных, предоставил удобный повод для еще более жесткого контроля над иностранными медиа. Баку использовал эту ситуацию для закрытия бакинского офиса Российского государственного агентства «Россия сегодня» и параллельно аннулировал аккредитации ряда западных СМИ, таких как BBC News, Bloomberg и радио «Голос Америки». Этот шаг стал важной вехой в процессе ограничения влияния зарубежных информационных структур. Формируя новые правила игры, власти Азербайджана добиваются того, чтобы любая информация, поступающая от иностранных источников, независимо от того, идет ли она из Москвы, Лондона или Вашингтона, могла быть заблокирована в случае необходимости. В результате Баку продолжает балансировать между мировыми силовыми центрами и жестко контролируя внутреннюю информационную среду. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые актуальные новости нашего региона.